Приветствую вас, друзья! В предыдущем видео я рассказывал про настой ячеи, который помогает восстановить и укрепить эрекцию. Но поступило много вопросов и комментариев, поэтому в этом видео я продолжу эту тему. С вами познакомимся с одним корнем, который также можно заваривать и настаивать, и он очень хорошо помогает восстановить и укрепить эрекцию, а также борется с простатитом. А перед этим я вам расскажу про иван-чай, где его можно сейчас уже взять в нашей природе, как он растет. Поэтому смотрим это видео до конца, будет очень много интересного. В предыдущем видео я рассказывал про иван-чай и поступило очень много вопросов о том, что лучше его покупать в аптеке или, допустим, в интернет-магазинах или в специализированных магазинах, так как его трудно найти и он растет не везде. Поэтому сегодня я сделал для вас репортаж из леса, где я рассказываю про иван-чай, я показываю, как его уже можно сейчас брать, где его можно брать, и что он совсем не сложен в заготовке. Да, конечно, если его ферментировать, то там, да, побольше мороки, но, в принципе, это тоже не сложно, и все в интернете выложено. А иван-чай растет везде. Я покажу вам, где он сейчас растет и что можно с ним сделать. Также у меня было видео осенью выходило на канале, где я показывал с этого же места, где я рассказывал про корни иван-чая, как их заготавливать и что с ними делать. Ссылку про заготовку корней я вам сейчас прикреплю. А пока смотрим репортаж из леса, а вы ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. А после я вам расскажу про один удивительный корень, который, конечно, только покупается в аптеках, но он также укрепляет и восстанавливает эрекцию естественным путем и помогает предотвратить простатит. Переходим к просмотру моего репортажа. Так, вот, друзья, в прошлом видео мне в комментариях написали, что иван-чай лучше покупать в аптеке, так как его нигде не найти, что его трудно готовить, заготавливать. В принципе, иван-чай, он встречается везде, практически на всей территории России. И я вот сейчас приехал на то место, где я осенью вам снимал видео, где я показывал, как я копаю корни. То есть, кроме листьев иван-чая, которые просто можно заготавливать и сушить и пить, и ферментировать их, потом уже употреблять, можно употреблять отвары из корней иван-чая. А также можно еще, вот сейчас как раз весна, появляются только первые побеги. И вот эти побеги как раз в себе накопили все питательные вещества за зиму, за весну, которые нужны для роста нового растения. И то есть они в себе содержат колоссальное количество всех питательных веществ. И очень хорошо их сейчас употреблять. То есть их надо находить. Если вы знаете, где рос иван-чай в прошлом году, приезжаете туда. То есть лучше, конечно, это не в лес, потому что сейчас очень много клещей. Поэтому лучше пользоваться репеллентами или там заправлять одежду, если все-таки вы идете в лес. А если не в лес, то лучше искать это все на опушке. Вот смотрите, я сейчас приехал на то место, где я осенью копал корни иван-чая. Потом я вам делал видео, показывал, можете посмотреть на канале его. И сейчас покажу, где искать и что они из себя представляют, вот эти вот побеги молодого иван-чая, который, как я уже сказал, содержит в себе колоссальное количество питательных веществ, которые нужны для роста нового растения. Они сейчас в себе накопили вот этот запас, и они сейчас, как витаминная бомба, они сейчас это все должны выдать в рост. Но так как все равно это бывают очень большие заросли иван-чая, так что если мы сорвем несколько ростков, то ничего страшного не будет. Сейчас я покажу, где они находятся и как они выглядят и что мы берем. Вот, значит, смотрите, вот здесь он рос, иван-чай, в прошлом году цвел, и когда уже отцвел, осенью уже листья пожухли, я, значит, копал на этом месте корни его, которые тоже имеют в себе хороший запас питательных веществ. А сейчас им только побеги появляются. Сейчас я поищу побеги и покажу вам. Давайте вот посмотрим. Они должны выглядеть в форме метелочек. Вот это вот не они. А я сейчас покажу. Вот, смотрите, вот он. Вот иван-чай. Вот этот росток, видите, он как метелочка большой. Тут земляника начинает расти еще. Вот мы его берем под самый корень и стараемся даже с корешком вырвать, чтобы у нас там частично попал корешок. Он сейчас стебли нежные, листья нежные. Все это потом дома моем и завариваем. Сейчас еще покажу, где вот метелочки, видите, вот они, вот эти вот две метелочки, вот они тоже. Вот это иван-чай. Тоже мы его берем. Стараемся вот прямо с корнем, видите, он глубоко. Это все корень тоже, вот мы это все моем. Чистим от внешней шкурки, от верхней. И, значит, режем на несколько частей. И потом все это завариваем. Вот, кстати, тут идет вот тоже молодая крапива.
как раз упомянул про молодую крапиву. Вот, берем, значит, стебли, вот эти верхушечки, как у чая тоже верхние срываем, тоже можно использовать. Какое не пользую, то есть для организма. Так же, как и иван-чай, и все растения весной, они хорошо накапливают в себе к весне питательные вещества, чтобы потом выдать это все в рост. Но крапива, ее употребляют в форме тоже отваров, можно делать из нее салаты, варить щи. Крапива, она имеет накопительный эффект, и для быстрого восстановления эрекции она никак не влияет. Даже наоборот отрицательно влияет, потому что она сгущает кровь, хорошо способствует свертываемости крови, но у нее есть такое свойство, она, значит, укрепляет сосуды, что это тоже немаловажно нам, то есть это на будущее, в накоплении. И также она, значит, хорошо выводит сахар из крови. А как известно, с повышенным содержанием сахара у людей, значит, эрекция у нас уменьшается. Так, ну все, я думаю, все понятно про крапиву, про иван-чай, где его искать. Сейчас я еще поищу, покажу вам, какие есть. Потом он вырастет, я его потом еще летом буду и листья брать здесь. Но я, конечно, знаю, где в других местах он есть еще растет. Я просто рядом со мной, я знаю, где поближе. Сейчас я вам покажу. Здесь вот он еще рос. Покажу. Вот они, вот, видите, вот эти вот метелочки появляются, вот они. Вот там еще тоже. Так, сейчас я вам еще дальше в видео расскажу еще про один корень. А пока из леса репортаж я заканчиваю. Друзья, хочу вам напомнить, что под этим видео, как и под другими видео на моем канале, вы всегда можете найти бесплатную программу тренировок для укрепления эрекции, а также ссылки на мои курсы по восстановлению и укреплению эрекции и по увеличению длительности половых актов. Переходите по ссылкам после просмотра видео. Сегодня я еще хочу рассказать про красный корень, он так называется. Другое его название — копеечник забытый или мужской корень, а еще медвежий корень или кровяной корень. Чаще всего он встречается под названием копеечник забытый. Это растение из Красной книги. В России встречается на Алтае и на юге Сибири. Именно там давно его используют в нетрадиционной медицине. Известно, что это растение пользуется большим уважением у китайцев. А они знают толк в травах. Не буду рассказывать о его составе, но он очень богат макро- и микроэлементами и витаминами, поэтому он очень полезен для нас, для мужчин. Польза от растения доказана и исследованиями, и многолетним опытом применения в официальной и нетрадиционной медицине. В результате научных исследований был выявлен обширный список лечебных свойств красного корня. Вот некоторые заболевания, лечение которых может эффективно применяться красный корень. Большинство из них относятся к мужской половой системе, а именно это простатит и предстательная аденома, бесплодие, затрудненное мочеиспускание, боль в тазовых органах, раковые опухоли, отсутствие эрекции. Красный корень для укрепления потенции. Эта способность красного корня была выявлена много веков назад. Она обусловлена действием всех его компонентов. Красный корень восстанавливает мужскую половую функцию, повышает сексуальную активность. Что немаловажно, благодаря копеечнику забытому улучшается качество семенной жидкости, а поэтому он полезен в терапии мужского бесплодия. Приобрести и ознакомиться с ним вы можете в аптеках, также на интернет-площадках интернет-магазинов и специализированных магазинах. С ним также делают отвары. Все написано в инструкции по применению, все дозы и пропорции. Благодарю вас, друзья, за просмотр. Всего вам хорошего. Да пребудет с вами мужская сила. До свидания.